Фантастические драконы населяли наш мир на протяжении тысячелетий. Они имеют раздвоенный язык, орлиные когти, голову льва или верблюда и, как правило, могут летать и извергать огонь. Драконы принадлежат к мифологическим животным, о которых люди говорят с незапамятных времен. Помимо мифических существ, таких как единорог, грифон, сфинкс, драконы занимают особое место. Истории о них люди рассказывают друг другу почти во всем мире. Во многих повествованиях драконы изображаются как помесь разных существ, то есть несут в себе черты различных животных. Но одна особенность объединяет большинство драконов – это сходство со змеями. Слово «дракон» происходит от греческого и обозначает «великий змей». Согласно преданиям и легендам, драконы имеют самые разные места обитания. Некоторые истории рассказывают о драконах в пещерах, другие говорят, что они живут в море. Почти все люди в мире знают сказания, которые рассказываются о драконах. Если взять Европу, например, Англию, там люди любят пересказывать истории о драконах. Уже с 15 века они передают рассказы из поколения в поколение. В Германии тоже любят рассказывать истории о драконах. Особенно на окраине Германии, где она граничит с Чехией, распространены сказания о драконах. У китайцев особое отношение к своему дракону длинному. Они не борются с ним и не считают его злом. В Китае дракон считается прародителем людей и повелителем воды. Многие легенды изображают драконов как особо долгоживущих существ. В Японии люди рассказывают, что из яиц драконов вылупляется потомство только через 3000 лет. 1000 лет яйцо, по рассказам, лежит в море, 1000 лет в горах, а последние 1000 лет в виде камня в деревне. Только тогда из яйца вылупляется новорожденный дракон. В некоторых историях даже говорится, что драконы бессмертны. Истории о драконах люди рассказывают очень давно. Первые изображения драконов или драконоподобных существ насчитывают более 6000 лет. Изображения драконов часто напоминают змей. Более подробные описания драконов встречаются и в Библии. В священном писании христианства дракон является воплощением дьявола. В Откровении он описан с 7 головами и 10 рогами. Он вызвал войну на небесах, которая закончилась его падением с небес на землю. Его существенной чертой характера является обман, с которым ему удается соблазнять людей и отвлекать их от Бога. В средние века появилось много историй о драконах. Часто драконы украшали гербы и щиты. Кроме того, древняя наука продолжала заниматься драконами. В так называемых бестиариях авторы описывали мир так, как они его представляли. Как можно обширнее описывалось царство камней, растений и животных. Существующим считалось все, для чего существовало обозначение. Реальность в средние века иногда менялась по иным меркам, чем сегодня. На первый план средневековых описаний выходил не вопрос о том, существовали ли драконы вообще, а их значение с точки зрения христианского учения. Сегодня историки предполагают, что драконы носили чисто символический характер. Вероятно, они стояли перед опасностями сил природы. В то время как люди в Китае уважали их и пытались успокоить, в западных странах против них боролись. Люди, вероятно, полагали, что тот, кто смог победить дракона, тоже имел возможность противостоять силам природы. С христианской точки зрения они представляли зло и искушение, с которыми предстояло бороться. Кульминацией легенд о драконах было Средневековье. После этого их значение уменьшилось. Последние трогательные истории о битвах с драконами в конце концов насчитывают несколько сотен лет. В наши дни драконы иногда еще можно встретить в фэнтезийных фильмах и детских историях. Правда, есть еще драконы, которых нужно приручить, но большинство из этих драконов оказываются умными и мудрыми,
и в конце концов даже становятся спасителями в беде.